Покер и кинематограф часто соприкасаются, в чем мы уже несколько раз имели шанс убедиться. В большинстве фильмов эта игра лишь антураж для создания образа героя. Но есть элементы, близкие к псевдодокументалистике. Они стремятся как можно глубже показать особенности реальной индустрии покера. И сегодня мы как раз разберем раздачу в одном из таких фильмов. С вами Покер.ру, канал крупнейшего сайта о покере в Рунете. И по традиции лайк, подписка, колокольчик. Спасибо. Покер.ру, Покерок. Большое поле турниров. Еженедельный фри-ролл $150. Бонус 100% на первый депозит и, конечно же, встроенный хат. Больше информации в описании под видео. «Игроки», 2008 год. Фильм режиссера Джилла Кейтса-младшего имеет не самые лучшие оценки на тематических ресурсах, но в покерном комьюнити оценивается вполне неплохо. По сюжету юный любитель покера Алекс в исполнении Бретта Харрисона учится в колледже и параллельно играет в покер. Причем играет очень неплохо. Это уже лишнее. Невероятно, что это? Каждый раз, черт возьми. Еще сыграем? Я больше не буду с тобой играть. В один прекрасный день он выигрывает сателлит на Poker Stars, позволяющий ему выступить на живом событии рума. За столом с Алексом реальные профессионалы того времени — Антонио Эсфандиари и Фил Лаак. Впрочем, основная раздача, о которой мы сейчас поговорим, сыграна против вымышленного персонажа. Это Карен Джонс в исполнении Дженнифер Тилли. Перейдем к этому моменту. 4000. С места в карьер, Карен? Итак, Карен открывается до 4000. Мы не видим размеры блайндов, но по удивлению соперников можно предположить, что сайзинг выбран крупнее стандартного. Скорее всего, речь о 4 больших блайндах. Если бы мы увидели подобный Open Race сегодня, то почти наверняка решили, что перед нами очень слабый любитель. Во-первых, менять сайзинги в зависимости от силы рук — чудовищная ошибка, которая открывает двери оппонентам для жесткого эксплойта. Во-вторых, сейчас мы знаем, что оптимальная стратегия — это низкие размеры открытия из ранних позиций и более высокие из поздних. Но дело в том, что фильм вышел в далеком 2008, когда подход был противоположным. Из позиции УТГ открывались максимально крупно, чтобы не давать соперникам заползать в мультипот. То есть, хотя нам показывают Карен как профи, она одним действием совершает сразу 2 ошибки с точки зрения современной стратегии. Лак уравнивает на одной из свободных позиций, а наш герой Алекс смотрит свою руку, это одномастные 10 и 9, и калирует на малом блайнде. Это понятно из того, что после него Эсфандиари выбрасывает карты на большом блайнде. Ладно, ребята, веселитесь. Похоже, я всех распугала. Итак, кол на малом блайнде. Еще одно несовременное действие. Впрочем, в турнирном покере иногда есть смысл в такой игре в разной глубине стеков. И здесь мы можем закрыть на этот анахронизм глаза. Мы не знаем всех вводных, а вот дальнейшие действия Алекса вызывают вопросы. Выходим в флоп 5-3-2 радугой, и новичок вдруг решает взять инициативу в руки. Банк, очевидно, равен 13 тысячам. 4000 внесли участники, 1000 Эсфандиари на большом блайнде, и Алекс оставит сразу 10 тысяч, 75% от банка. У паренька могут быть проблемы на этой раздаче, если он не будет осторожен. Донгбет не всегда является ошибкой, но у молодого регуляра всего лишь пара девяток со слабым кикером и капнутый диапазон, в то время как у Карен множество оверпар. Доска сухая, с полным отсутствием дро, кроме как через колесо. То есть младший стрит с тузом или шестеркой. Значит, можно смело говорить, что ставка в этой ситуации вполне подходит явному фишу. Но если герой претендует на профессионализм, то ставка является грубой ошибкой. Думает, ему повезло. Ладно, уравниваю. Ладно, ребята, разбирайтесь сами. Терном выходит десятка, дающая Алексу 2 пары. Это уже достаточно сильная комбинация, способная кулернуть оверпары соперника. С учетом нелогичного действия на флопе, сложно оценивать последующие действия. Он мог бы с равным успехом как ставить, так и чек-рейзить. Второе действие, пожалуй, имело бы чуть более высокое ожидание. Но Алекс, недолго думая, идет all-in. Комментаторы и видеоряд преподносят это как очевидную ошибку, хотя реальная ошибка была допущена на предыдущей улице.
Пуш с допером явно не повод качать головой. Герой так или иначе оказался бы в Волыне. Карен уравнивает и показывает пару десяток, собравших в Терном-стрит. При просмотре может сложиться впечатление, что девушка переиграла неопытного новичка, но на самом деле это очень неприятный кулер. Два оппонента собрали сильные комбинации, но одному повезло вытянуть на Терне нац, а второму вляпаться под мертвую доминацию с мощной рукой. Это дикое невезение, но ни в коем случае не мастерство соперника. Впрочем, ошибками на ранних улицах Алекс не заслужил высоких результатов в этом турнире. Но судя по его скиллам, вылет должен был случиться намного раньше. С другой стороны, нужно помнить, что покер в нулевых сильно отличался от современного. Топовые профессионалы того времени сегодня имели бы мало шансов против обученных пуш-фолду и ГТО регуляров средних лимитов. Поэтому простим Алексу его колд-колл на малом блайнде и донг на флопе и признаем, что раздачу он проиграл из-за невезения. Благодарим за просмотр, пишите в комментариях, был ли смысл в действиях Алекса в этой раздаче. И не забудьте посмотреть разбор партий из других фильмов. Разбор покерных раздач из фильма «Шулера», как играет в покер Джеймс Бонд, разбор раздач из фильмов о покере «Казино Рояль» и «Большая игра», блеф 7-2, Royal Flash и психология покера из фильмов «Игрок», «Мэверик» и «Король покера», блеф на 3 миллиарда от Челентана, разбор раздач из фильмов о покере «Туз» и «Штука». Видео уже на канале. А на этом все. Пока-пока.